Ну, давайте я буду барабанщиком, и все. 35 градусов жары. Какая высшая материя начинается, барабанная. Была у меня группа, конечно, рок, а что еще и другое. Всем крафт-рок, друзья! Сегодня мы в гостях, не побоюсь этого слова, у бати серпуховского андеграунда. У человека, который приютил и дал старт не одному десятку серпуховских групп. Человек, который привозил к нам в город на эту сцену крутые и знаменитые альтернативные и панк-рок группы. Сергей Кулема. Привет, Серег. Всем привет. Как твои дела? Потихонечку играем, Потихонечку? репетируем, полигонечку. Извините, мы в таком виде, но у нас на улице 35 градусов жары, Жарко, да. Нам очень жарко, у нас стоит 2 вентилятора, и мы просто мокрые насквозь. Серег, ты в первую очередь барабанщик. Как случилось так, что ты захотел играть на барабанах? Да как-то случайно все случилось. Была у меня группа, вот еще когда я в школе учился. Ну, лет, наверное, 16 мне было. И вот, как бы решили, то, что я буду барабанщиком. Но я на самом деле дико не хотел играть на барабанах, потому что я всегда хотел быть каким-то там гитаристом. Вот. Но вот так вышло то, что я сел за барабан. А и так потихонечку, полигонечку еще вот. Мы еще играли, в ДК «Исток» играли, занимались. И оттуда все пошло. Спички тянули? Нет, просто так как бы решил группу. Вот то, что я должен быть именно. Я говорю, ну давайте я буду барабанщиком, и все. Как назывался первый ваш коллектив? Ты знаешь, даже как бы и не помню, честно тебе скажу. Не помню название. Это было очень давно. А ты помнишь свои ощущения, когда ты сел за барабанную установку? Ну да. Что ты почувствовал? Ну как бы в самом начале, скажем честно, мне прям это все очень дико не понравилось. Потому что, ну, все вот это вот много всего. Надо же по всему как бы играть, попасть. А потом так потихонечку втянулся и играю до сих пор. У тебя, получается, нет музыкального образования? Почему? Музыкальная школа у меня есть. А, школу закончил. По Музыкальная какому ш- классу? Так, по классу баян я, баянист, вот, народник. Даже как бы сейчас могу что-нибудь изобразить. То есть помню еще, до сих пор помню, как все делается. Ну, тебе легко далось вообще? Очень легко. Баян вообще мне прям очень легко. Не знаю почему, но прям вот легко пошло. А барабаны? Барабан не очень легко. То есть как бы год я, ну так, это еще хорошо, у меня просто есть, ну скажем, было где мне играть, заниматься, потому что у меня просто дом частный. Угу. Вот, естественно, есть там сарай, гараж. Вот, туда все поставил я, и вот год там сидел дома, сам потихонечку. Ну, ты где-то какую-то информацию черпал? Видеокассеты, концерты и все. Потому что, скажем так, в то время же как бы не было ничего. Вот, Не было Ютуба, да? Не было вообще ничего. Вот, только видеокассеты и все. А ты как начинал, с рудиментов или вот уже, ну, я имею в виду, ты занимался вообще рудиментами? Занимался, да. У меня просто была еще видеошкола, вот, как сейчас помню. Есть такой барабанщик, его зовут так, Саймон Филлипс. И вот там вот, прямо вот у него, прямо где-то час, прямо вот он там вот чисто показывает, как надо все это играть. И вот с него так все потихонечку, потихонечку. А ты сразу понял, что будешь играть рок? Не, ну конечно, мне же как бы рок нравился, ну это естественно, конечно, рок. Конечно, рок. А что еще и другое? Нет, ну, может быть, там какие-то джазовые композиции Нет. хотел попробовать разучить? Нет, ну мне как бы нравится джаз, но то, что его играть, нет. Это, ну это не мое просто, джаз. И, как бы, скажем так, вот еще только играл, начинал, там же было еще много, там, скажем, русского рока такого, да, там кино, Алиса, Аквариум. Наутилус. Да, вот мне они прям дико не нравились. Дико не нравились. У меня тогда, значит, был только, ну что я слушал, Сэббот, Металлику, Мегадет, вот, Акцепт, ну то есть такие как группы, ну, рок. Вот только рок. Рок, хэви, там, металл, вот такой слушай. Получается, у тебя, ну, как сказать, основа твоя – это американская школа. Ну, можно сказать так, да. Тебе не кажется, что наши барабанщики тех коллективов, которые ты перечислил, немножко Ну, не вообще дотягивали, ну, слабенькие были по отношению, ну, к тому же Саббату, не, ну, я тебе тому же скажу, Акцепту? нет, я тебе просто скажу еще больше, они даже сейчас слабые. То есть, как бы казалось, да, уже как бы сколько времени Ну прошло, да, а они даже сейчас играть не умеют толком, потому что вот так смотришь на них, что они играют, ну это просто вообще, ну это смех просто вызывает.
А может быть так происходит, что в душе они профессионалы, а вот именно, Не, может быть, да нет, в нет. группе они так себя ведут? Так Нет, ну играют? это видно сразу, как, понимаешь, ну это видно, понимаешь, как все это работает, понимаешь, как у него кисть работает, как он правильно он бьет или неправильно. Это ж видно прям сразу. Ну да, тебе виднее, человек с большим Поэтому опытом. я говорю, у них нет просто какого-то роста, что ли, я не знаю. То есть как вот они играли, На этом уровне. так вот они вот на нем и стоят. Все. Ничего такого нет, сверх они ничего не делают. По 10-бальной шкале от 1 до 10, как ты оцениваешь уровень своей игры сейчас? Себя, Да, сам себя именно. мне 10 баллов это точно, потому что еще как бы есть чему расти. Вот это я Есть хотел чему услышать. расти, да. Вот. Ну 8, я думаю, 8 прям вообще уверенно. Как часто ты сейчас практикуешь? Не, ну я как бы стараюсь там, ну там в день там минут 40 там, что-нибудь такое посидеть, поиграть так. Ну так просто немножко там, вот кисти размять, ноги немножко. Играю, часто играю. Как- Сижу, просто занимаюсь. Как ты считаешь, сколько нужно тренироваться в день минимум, чтобы, так сказать, развиваться? Нет, но это каждому по-разному, понимаешь. Но есть же гении, скажем, которые просто могут, там часа им хватит. А есть кому-то будет и 6 часов мало. То Ну есть ты тут, сколько практиковался в день раньше? Вот когда вот начинал? только-только, Да. я, наверное, часов по 5 сидел в сарае, долбил, как вообще, ну, серьезно. Прям вот каждый день. Прям вот сидел и прям вот 5 часов что-то там пытался кого-то снять, какие-то группы снять. Я вот, ну, как бы первые 2 года я играл очень много. Очень много. Какие у тебя еще есть увлечения помимо барабанов? Никаких абсолютно. Только барабаны. Только музыка, что я уже, ну, уже в ней давно варюсь, и мне просто остальное, скажем так, не очень интересно. Ты до сих пор практикуешь преподавание барабанов? Ну да, ко мне ходит, вот, скажем, ну так не очень много ходит народ, потому что все просто хотят прям сесть и прям сразу заиграть, понимаешь? А это надо время. Как это боженька, да? Да, это надо годы. Это надо дома заниматься обязательно, сидеть самому. Понимаешь, а многие, они здесь раз, а дом просто, ну, хоть ничего не делают. Потом сюда вот заново приходят, и все заново. Это забыл, то забыл. Какие домашние практики нужно вообще выполнять? Ну что, пэт дома надо иметь обязательно. Ну и обычные парадидлы. Их сейчас там много в интернете разных. Метроном? Ты знаешь, может быть нужен. Ну, конечно, не везде, вот, скажем, не там в каждом парадидле, потому что они же больше как бы для того, чтобы у тебя кисти начали правильно работать. Понимаешь, тут как бы не, что прям было, прям, скажем так, прям очень-очень ровно. Нет, чтобы у тебя кисти заработали правильно. Чтобы у тебя был правильный удар хлесткий, чтобы все было правильно. Хлыст. Да, да, вот это вот именно для этого. То есть, получается, достаточно пэда, Пэда палочек все, и желания. и наверное, желание. да? Для дома это вполне достаточно. На Ютубе сейчас масса школ, Ну, это я, масса видеоуроков. это я видел очень много всего. Ну, есть сдельные, конечно, но есть и какая-то такая полная туфта. А было такое, что к тебе пришел ученик, ты его там посадил за барабан, там, на, постучи, пойми, надо тебе это или нет. Он постучал, погремел, ты ему говоришь, вот тебе там, купишь себе пэд, купишь палки, вот тебе парадидлы, иди месяц стучи. Было такое, что не возвращался больше? Нет, такого не было. Ну, как правило, уже, ну, знаешь, как бы они же, ну, что-то уже как бы хотят, правильно ведь, для себя научиться. А если есть желание, так значит, надо ходить. Как бы смысл, ну, просто приходить. Просто была такая практика, я не помню, кто из гостей наших рассказывал, что приходили, пошумели, круто, садятся за пэд. Это что это? Вот это сидеть годами разучивать, вот это Нет, зачем? такого у меня не было. Такого ни разу. Как ты считаешь, как обрести свой индивидуальный стиль игры, если сейчас в музыкальных школах дают какие-то вот, ну, обычные идиомы, да, то есть есть Ну, я там понял. определенные... Не, ну это даже, скажем, больше не стиль, а скажем, свою, ну, не знаю, манеру игры, да, вот если, если так более правильно сказать. Это только надо время и годы. Потому что я вот, например, понял, да, как вот надо мне играть и что надо мне играть. Ну, не знаю, лет, наверное, может быть, через 10. Понимаешь, то есть это надо, ну, это какое-то время должно пройти. То есть это как бы должен сам понять человек. И этому нельзя кого-то научить. Это уже, ну, как бы такая высшая материя начинается, барабанная.
Возможно ли, что ты подражал какому-то из барабанщиков? Конечно, да. Потому что когда я снимал, да, конечно, я там снимал группы разные. Естественно, надо было играть, ну, конечно, не так же, как они играли. Потому что в тот как бы, момент я еще был совсем слабенький. Но я так как бы всячески пытался так же сыграть. Конечно, подражал, а как еще? Кому? Ну, это много. Там Кози Пауэрт, есть такой барабанщик был, он уже умер давно. Вот. Кто еще? Ронданелли. Ну, скажем, такие великие в то время были барабанщики. Вот им, да, подражал, пытался. Это как-то отражалось на твоем коллективе? То есть ребята замечали то, что ты какую-то стилистику, манеру какую-то новую приносишь в музыку, нет? Нет. Оно это больше полезно, ну, скажем так, было мне, чем им. Понимаешь, там смотреть там какие-нибудь разные бреки, как там люди играют, да? Это что же надо знать, понимаешь? В каких коллективах ты принимал участие в качестве барабанщика? Ну, самый известный, наверное, Нойз. Это вот старый наш, самый первый такой, вот, скажем, коллектив, который начал играть такую музыку. Но в то время это была такая модная музыка. Нойз Опера, Стармех. Ну, вот. Но у меня их не очень много, потому что, ну, как бы я как бы стараюсь, чтобы вот прям уже сесть и прям в этой группе так и работать. То есть не там бегать там из одной там в другую, вот это вот мне так не нравится. Сел, значит, надо что-то делать. Когда вообще в Серпухове появилось рок-движение? Нет, ну концерты были... До Стармеха. Нет, я понял, концерты были давно. Это все раньше было вот... Все его знают, ДК «Исток». Я туда пришел первый раз, мне было, не знаю, лет, наверное, 13 я туда ходил, и там уже были концерты. Там уже играли группы. И, кстати говоря, были, ну, скажем так, для вот того времени были группы очень достойные. Были. То есть играли тоже и рок, и хард-рок. То есть все там уже было давно. А кто вообще был? Вот, В «Истоке» был Лева Гетманцев. Лев Геннадьевич. Вот. И был такой еще Бес. Вот Серега. Там, этого там потом убили. Ну, скажем так, в то время все это делал больше Бес, чем Лев Гетманцев. Вот он занимался всем этим делом. А вот я помню, такой фестиваль был «Пророк». Он где-то в начале, по-моему, 2000-х был, или в конце 90-х он был. Где Тоже он? в «Истоке» он проходил. В «Истоке», да? Рок он был, да, фестиваль Ну, такой. значит, там уже Лева делал, значит, там уже делал Гетманцев делал. Вот. Ну и город, естественно, потому что это все же как бы городская площадка, понимаешь? Все это город делает. А они просто как люди, которые там группы собирают, все там это делают. Как ты создал Стармех? Да как-то случайно, просто на, скажем, данный момент вот у нас не было такой хорошей реп-базы, и мы вот сюда приехали, на Стармех. И как так потихонечку оно все так и выросло. Своими силами, да, Все сделали? своими силами полностью. Нам ни город, нам никто не помогал. Силами своими и моей семьи, вот, на семьи моей жены Марии. Вот, давали деньги, там помогали, естественно. Вот, родственники, они самые близкие. Вот все силами вот так все здесь делалось. Когда образовался Стармех? Ты имеешь в виду вот сам вот этот зал или вот когда я сюда Вообще приехал? Стармех в целом, вот. Ну и зал, наверное, вообще Нет, твое, вот, реп-база твоя. Скажем так, вот. Нет, ну реп-база была, скажем, раньше, чем Стармех. Мы раньше просто были, скажем, не в этом помещении. Вот. Мы были год, вот там еще было помещение другое. А потом, когда уже мы вот сюда въехали, тогда кто-то сказал из этого музыканта Стармех. Я же говорю, а почему Стармех-то? Они говорят, ну, это типа старый механический завод. Да. Я говорю, ну, значит, может быть, Стармех это будет, давайте. То есть, как бы само вот это слово, название, это вот не я придумал. Ну, не помнишь, в каком году это было примерно? Ну, если мы уже здесь лет 12, ну, наверное, в 2009, 2010, где-то вот так.
А кому пришла идея здесь именно устраивать концерты, помимо реп-базы? Не, ну это я уже сам захотел, потому что когда мы сюда приехали, я сюда вхожу, здесь был зал, все, конечно, было вообще в диком, здесь не было ничего, вот. Все было грязно, не было окон, вот, не было дверей, все вот здесь делали сами. А потом, когда я уже так встал вот там, вот возле той стены, смотрю, думаю, да слушай, да это зал ведь, в принципе, на 100 человек, ну, реально хорошее место. Потом уже сцену сами тоже сделали, и так все и пошло. Наверное, сразу начались фестивали какие-то, или Не, сначала не. это было разовое выступление? Нет, ну, как бы сначала просто были такие пробные концерты местные. Даже, наверное, ну сколько, ну, наверное, год мы даже как бы сюда никого вот так не звали, чтобы мы таких каких-то прям вот известных. А потом потихонечку уже там начали там всех звать. Ты помнишь навскидку, какая первая группа здесь выступала? Нет? Сложно сказать, не помню. Давно это было? Давно всё-таки? было, честно говорю, не помню. Но вот если я не ошибаюсь, по-моему, ну я, конечно, могу вот ошибаться, Мавзолей, по-моему, вот они вот первые сюда приехали. Вот если я вот не это ошибаюсь. Ну тоже такой как бы панк такой, но даже не там то, что панк, они, конечно, так это более как бы жестко играют, тяжело. Я так думаю, что... Аншлаг был? Ты знаешь, да. В то время просто как бы люди ходили на концерты, вот, и было много народу достаточно. А какой период ты можешь назвать золотым для Стармеха? Когда здесь постоянно все гремело. Я помню кучу афиш, постоянно афиши по городу, ВКонтакте, везде все записи. Золотым, а вот, наверное, вот 2009-2011. Вот прям вот был пик. Здесь у меня, значит, было 20 коллективов, занимались, только репетировали. Вот, потом как бы они же здесь тоже и вот играли, выступали. Вот это был вот, наверное, самый прям пик. А потом просто люди, ну скажем, выросли, вот, школа кончилась, что там институт, семьи, дети и все так. А как же другое подрастающее поколение? А вот сейчас его нет, походу. Потому что я вот сколько здесь смотрю, вот, не знаю, может они, конечно, там ходят, там куда-то еще занимаются. Но вот ко мне не ходят такие совсем молодые. Может быть, стесняются? Да просто? ладно. Ко мне ходят те уже, кто как бы что-то умеет, кто уже что-то играет. А прям вот совсем-совсем молодых здесь нет никого. И даже не то, что вот сейчас, а уже, наверное, не знаю, лет, наверное, 5 таких действительно коллективов никого. Ты знаешь, я тоже думал, Что-то что как-то... музыкальному движению в городе все пришла хана, но А было ли оказывается, оно, это музыкальное движение-то в городе? было, ты же его создал. Не, ну это когда было? Это было очень давно. Ну, оно было? Ну, был, знаешь, когда был Нойз, это был вот 99-й, 2000 год. Вот тогда реально прям вот было движение музыкальное. Вот. А сейчас же все же по разным углам, понимаешь? Все, кто-то там, и все как бы, понимаешь, ну, нет вот этого контакта между вот этими разными, вот скажем, местами. Ты помнишь самые такие популярные коллективы, которые ты сюда приглашал? Такие прям с именем? Ну, всех я, конечно, не могу назвать. Ну, кто? Смех, Урген. Кто еще? FPG. Опять же. Да, 7 тысяч баксов. Ну, кстати говоря, они себя здесь прям очень плохо повели. Ну, то есть... Ну, так- Зазвездились. Да, звездная болезнь у них очень была ярко выражена, очень. Ну, скажем вот так, мягко скажу. Ну, много кто еще. Блондинка Ксю. Блондинка Ксю. Кто там? Озон. Кто еще? Never Smile. Уничтожить прекрасное в тебе, уничтожить прекрасное в тебе. Ну, много было. Я говорю, я уже просто вот так вот не помню. Там есть секретная Там есть комната, афиши, да, да, и да. там куча афиш, мы сфотографируем Много и выложим. А, немцы были раз были венгры. Кстати, вот мне вот прям как-то очень сильно понравились вот именно венгры. Это вот тоже такой поп-панк они были, но прям они прям, ты знаешь, очень сыграли хорошо. Почему Стармех пошел на спад? И все-таки А это потому загнулось? что это, понимаешь, это как бы дело даже не
ну, скажем, то, что там именно вот здесь это место пошло на спад. Он сейчас весь просто рок пошел на спад, понимаешь? В Москве тоже не ходит никто на концерты. Тоже там, ну. То есть, как бы, ну, сейчас, ну, скажем так, рок уже, вот я вот так думаю, он уже как лет, наверное, 20 стоит вот именно вот на одном месте. Понимаешь? Вот такого нового, вот, что такого прям нового, что-то такого яркого, знаешь, прям вот такого сильного. Ведь как бы не было ничего такой группы-то, ни одной. Кто-то там что-то там чуть там моднее сыграл, там у кого-то звук там более там, не знаю, там модный, там жесткий. А вот так, чтобы какие-то прям гении вот за это время не было вообще группы ни одной. Все стоят как бы на одном месте. Скажем так, проще. Все играют Сэббат, просто в более, скажем, таком новом модном ключе. Но это все старое все. Это все уже было сыграно. Ну, у рока Да же нет. много ответвлений. Очень всяких. много. Много, но это все, понимаешь, это все как бы, ну, понимаешь, это как можно сказать? Это все масло масляное. Понимаешь? То есть как бы взяли основу и давай. А я вот сейчас вот сделаю вот такую. А я вот такой. Но это же как все равно же, понимаешь, основа-то одна. Стоит рок, он сейчас даже спад вообще везде. Ну, я думаю, может быть, конечно, там, не знаю, там лет там через 5 кто-нибудь что-нибудь новое такое придумает, интересное, чтобы был какой-то новый такой всплеск. А американский рок? А тоже Он стоит. развивается? А тоже стоит на месте. Ну, все стоит на месте на одном. Ну, просто, понимаешь, кто-то играет там быстро, кто-то играет очень быстро, кто-то играет сверхбыстро. Ну, это, понимаешь, это все как бы такое, знаешь. Спортзал. Знаешь, это как, а я могу вот так, а я могу еще быстрее. Ну, это все так. То есть Понимаешь, души музыка, нет. нет души в ней, понимаешь? Музыка, понимаешь, они сейчас почему-то стало вот, скажем так, ну, очень модно, чтобы все играли прям быстро. Спид метал, Сверхбыстро какой-то, я не знаю, там. карданы, вот эти бешеные. да. А где же музыка-то, понимаешь? Ну, наверное, я соглашусь в этом плане. Понимаешь, что- какие-то роботы, вот это вот, все такое. Ну, что это? Ну, это разве музыка? Это не музыка. Ну, это опять же, это определенный, Ну, определенный какой-то, стиль да, рока. да, ну это не музыка. Понимаешь, что такое музыка? Вот если ты песню слышишь один раз, всего один раз, и потом после этой песни сможешь ее напеть, вот тупо просто вот это музыка. Чтобы у тебя риф прям вот так прям сел в голову в твою. Понимаешь? Вот именно как бы, вот это значит уже все музыка. Вот это хит. Соглашусь. Понимаешь? Вот это вот надо как бы к чему стремиться всем, скажем, музыкантам, чтобы как бы песни твои можно было, ну, вот как-то напеть потом в голове, там, вот, проиграть. Сергей, вот на твоих глазах выросло немало коллективов. Да, много. Какие бы ты Достаточно. коллективы, существующие в данный момент до сих пор, ты отметил бы, что вот ребята молодцы, у них есть стимул, но они вот стоят, ничего для этого не делают, чтобы добиться более успешности, может быть. Ну, ты имеешь в виду, какие здесь занимались? Да, или- да, на твоих глазах, вот, которые занимались там последние, И которые сейчас играют. и которые сейчас Поныне. играют. Да. А ты знаешь, их как бы очень мало осталось таких коллективов. Ну, кто вот? Ну, вот Бирюк, Энис Холидей. Вот они здесь у меня и занимались, они сейчас играют. Только у них состав постоянно меняется. Ну, это, понимаешь, это бич. Это бич нашего города. Понимаешь? Это даже вот, если вот так подумать, ну, скажем так, почему вот, скажем, в нашем городе, да, в таком, скажем, большом городе, где у нас столько разных коллективов музыкальных, да, нету ни, скажем, одной группы известной, которые знают, ну, скажем, в России, да. А тут самый главный фактор в чем заключается? Потому что в группе всегда будет какой-нибудь, скажем, один человек на, вот, скажем, букву М, не будем ругаться, Мгм. вот, который все это портит, вот, который, скажем, ну, как тормоз, понимаешь, Я вот понял. в группе, понимаешь? И вот как из-за него они вот не могут дальше, понимаешь, двинуться, он их прямо, он их тянет назад. Мгм. И вот таких у нас как бы групп очень много в городе. То есть как, все вроде как бы ничего, но кто-то вот один вот обязательно подтормаживает коллектив. И поэтому они все стоят на одном месте. То есть, ну, нету никакого роста такого сильного. То есть надо просто, чтобы был очень хороший, слаженный коллектив. Это самое Сыгранный. слаженный коллектив. Это самое главное. И чтобы каждый из этого коллектива, каждый,
вот хотел чего-то добиться. Вот тогда вот эта группа может как-то так чуть там выше там стрельнуть. Вот в России имею в виду. Ты знаешь, я тоже сейчас вот задумался, из Нет, тех, понимаешь, всех коллективов, которые я знаю в Серпухове, Вот. ни в одном не было единого состава Вот. до сих пор. Вот. А я уже про это давно понял, потому что говорю, у нас же есть хороший коллектив в городе. Да, Ну, много. понимаешь, есть. Ну, понимаешь, там у кого хорошие песни, понимаешь? Есть же группы. Да. Но вот они стоят на месте, потому что кто-то их постоянно из их же коллектива куда-то тащит, понимаешь, не в ту Назад. сторону. Вот в чем проблема основная нашего города. Ты назвал Энис Холидейс, да, вот Да. одну из групп. Еще есть какие-то коллективы, Ну, которые до сих пор у тебя занимаются, и вот ты вот их считаешь, И что, старых что нету, они профессионалы? сейчас как бы все вообще распались. Нет, у меня ходят, занимаются, но это я уже считаю как бы новый коллектив, потому что их не было тогда, когда все здесь было, начиналось. Сейчас ходят, занимаются группы, потому что там есть там и Death Metal играет группа, вот, и там металл играют. Но они уже новые коллективы, это уже это вот именно как бы не из той волны. А кого ты помнишь из той волны, что, на твой взгляд, могли бы добиться действительно хороших успехов, но либо развалились, либо, опять же, их кто-то тянул вниз, и группа распалась? Не, ну хорошая была группа, ну скажем так, ну хотя я панк, вот скажем, не очень люблю, честно говоря. Но группа, скажем, Витамин Г, у них были все шансы стать вот именно в этой нише на как бы свое место. Но видишь, вот опять же, кто-то в группе все это дело Тянул назад. тянул, буксовал, да. Серег, многие в городе рекомендуют тебя как профессионала в настройке барабанов. Правильно, да. Так оно и есть. Это тоже очень долго надо время. Надо все это как бы сидеть, вот крутить, пробовать, настраивать, вот менять разные пластики, разные серии пробовать. Это надо время и очень много денег. Ты для себя определил, какие пластики Да, уже вот ну вот у меня как бы самые разные. лучшие? Ну нет, так тоже говорить нельзя. Для как бы, понимаешь, они могут быть самые лучшие для меня, понимаешь, а вот для, там, скажем, кого-то они могут быть там, не знаю, там чуть толстые, понимаешь. Я просто сильно нажимаю, поэтому мне нехорошо. Вот двойные у меня стоят все пластики. Вот Ремо я себе ставлю. Ты пробовал, у Тамы была такая приблуда, которая ставилась в центр пластика. Да, и такая у там меня есть. Ты пользуешься ей? Нет, она, скажем так, она просто не очень, ну, не, скажем, очень точно показывает. Слух, Уши лучше, конечно. Ну, нет, почему? Сейчас есть очень хороший тюнер барабанный, вот, называется Тонбон. 260. Absolutely perfect. Вот с ним можно прям реально сделать, вот как вот тебе надо, прям, что хочешь. То есть там прям реально прям все там видно, все там можно прям подстроить каждый барабан, вот, и чтобы они все были, вот там у тебя в тоне в одном, то есть все будет красиво звучать. У тебя очень большой став. Ну, я просто в то время, когда я Ну, не начинал, очень большой, когда я начинал играть скажем на так. барабанах, мне всегда говорили, что у Кулемы такая посуда крутая, просто ни у кого в городе такой нет. Ну, да. Самая лучшая. Не, ну, Расскажи, наверное, пожалуйста, про свою посуду. Ну а что рассказать? Пейст, вот 2002 серия. Я считаю, что это самая лучшая вообще посуда, потому что у меня была разная. У меня была и Себиан, вот, была и Зюлжин, вот. Мейл у меня не было ни разу, вот я как-то что-то почему-то мне она не очень. Ну еще на самых-самых ранних, вот мы с тобой сегодня говорили, у меня была это Истамбул у меня была еще. И все-таки Пейст, я считаю, самая лучшая. Вот лучше она звучит. Она как-то правильно. Именно 2002 серия. Да, в ней как-то воздух, понимаешь? Вот какой-то тон у нее верный. Ну, все как-то правильно. Вот она прям, она нет, даже не, скажем, то, что правильно, она очень музыкальная посуда. Вот так скажем, правильно если говорить. С душой. С душой. В ней прям музыка. Понимаешь, по ней раз все играет. Воздух пошел, вот это, понимаешь? Вот эта магия начинается. Сустейн. Да, это там, всё ну что мягенькое. ты, это вообще. Это самое лучшее вообще. Я соглашусь по поводу 2002 серии, конечно. Она реально Это самая лучшая, лучшие это, тарелки вообще в мире. А серия Signature? Ну вот, ты знаешь, у меня как-то была, я себе взял хэт этой серии, тоже думаю, попробую. И райт у меня был. Больно она какая-то, ну не знаю, ну вот,
Ну, скажем, по мне она какая-то больно яркая, что ли, какая-то шипучая больно. То есть вот именно мне она вот не очень зашла. Какие у тебя барабанные установки? Я вот вижу ДВ. Нет, это не ДВ. ДД-драм. Д-драм. Но у меня две D-драмы. Одна вот эта более, скажем, простая, вот рефлексы моя, вот Деус, на чем я играю. Она Бубинга. используется для репетиционки. Да, да. Ну, как бы для, скажем, ну, вот, для этих целей они, ну, так вполне барабаны хорошие. Вот дерево, ясень, звучит хорошо. Все как бы отлично. Все работает, болты все работают, все, то есть все как бы живое, ничего не сорвано нигде. Настраивается легко. Легко. Хорошо настраивается, все, то есть играет нормально она. Какой ты кардан используешь? Но у меня трик. Ну, это тоже, я считаю, самый лучший кардан. Ну, ну реально лучше, потому что сколько? У меня уже, сколько лет-то, не знаю, лет 6-7, наверное. Ну да. Вот. Люфта в нем нет вообще, ни одного, нигде. Потому что до этого у меня была и Тама, и ДВ у меня была. Что-то еще какие-то были. Перл у меня был кардан, Пацифик. Ну, то есть, что еще было? Так, Ямах. Ну, Короче, все. много у меня было чего. И как бы мне просто есть с чем его сравнить. Да. Вот я говорю всем, вот прям точно говорю, что эта фирма можно брать. И она стоит своих денег. Люфтов нет вообще никаких, нигде. Хотя я сам такой, ну, вот как бы здоровый. И даже вот как бы вот то, что мой вес, я по нему давлю, все равно. Люфтов нет нигде. Какие палочки ты используешь? Ну, я играю только ProMark, вот, 5А. С нейлоном или обычно деревянный? Есть и с нейлоном, есть и деревянные. Что, на твой взгляд, лучше? Нейлон лучше, когда ты, ну, скажем так, когда у тебя в твоей песне очень много, ну, не знаю, там скажем, райда, понимаешь, когда надо играть там в этот колокольчик, когда где-то играешь. Конечно, лучше, естественно, что был, да, вот нейлон. Он просто более ярко звучит. Вот. А дерево более мягенькое, то есть такое оно. Ну, то есть как бы разные стили. Ну, для вот разных песен уж желательно иметь как бы разные палки. Смотришь YouTube? Крайне редко. Ну, я не фанат вот этих всех роликов. Не, ну просто я имею в виду, на Ютубе очень много лайв-выступлений выкладывают разных коллективов. Нет, ну, конечно, мне здесь ставят разные коллективы. Ну, понимаешь, здесь тоже ко мне ходят, занимаются ребята. Вот. Они же, конечно, мне тоже показывают всякие там... Смотря так могешь? Всякие там новинки. Ну, нет, я это, конечно, тоже все это вижу. Но я говорю, ну, вот что прям вот такой прям ах и ох, у меня такого нету. Ну, хорошо, да, ну да, там вкусно, там где-то даже местами. Ну, вот. Прикольненько. Да, ну и все, и как бы все вот, вся, скажем так, моя вот на эту реакция. Нет желания возродить? Здесь опять проводить концерты, Концерты, устраивать? да, понимаешь, оно есть желание, просто сейчас еще видишь, вот это вот. Непонятная пандемия. Да, пандемия, и сейчас сразу бы просто будут говорить, вот, вы тут что-то масса мероприятий, а зал маленький, все будут стоять вот так, у нас здесь нет такого, чтобы всех вот так расставить, понимаешь, все это... Да, мы снимаем в тот период, когда Да, губернатор ну, объявил нету. очередной локдаун, можно сказать, закрытие и отмену всех выступлений. Многие фестивали сейчас пошли, так сказать, по плохому месту. 18 июня должен был состояться фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. И за, по-моему, 1,5 или за 2 часа перед открытием фестиваля вот так, видишь. им прислали официальное письмо, что, Ну, извините, меры закрываем. Нет, мы здесь сделаем концерт, я просто хочу сделать вот концерт в памяти Ричи, вот нашего гитариста, который умер. Я думаю, осенью мы здесь сделаем какой-нибудь концерт. Обязательно. Ну, просто надо сделать так. Вот, в честь человека. Сделаем обязательно. Кого бы из серпуховских барабанщиков, возможно, ты бы отметил как человека упорного, профессионального, возможно, который вот действительно занимается и у него есть потенциал? Ну, ты знаешь, вот мне всегда очень нравился, как вот играет Паспорт. Но это покойный уже человек. Вот он, понимаешь, в нем вот что-то было такое, вот, кстати говоря, вот именно о чем мы с тобой говорили, в нем какая-то была музыка.
Он играл очень, очень, скажем так, прям это музыкально. Даже вот когда он играл Dead, все равно это было как-то, понимаешь, музыкально. Даже вот Dead музыкально звучал в его исполнении. Вот. А из так вот, из прям молодых, ну кто, Колобай. Но ему немножко пока в нем нет музыки, в нем есть скорость, Техничность. да, в нем есть техника, в нем есть, скажем, понимание, что он делает. Но в нем нет музыки пока, в нем нет воздуха. Вот этого, понимаешь, когда вот можно всего лишь как бы раз ударить, и это будет красиво. Вот, а можно 1000 раз ударить, и это будет никак. Понимаешь, то есть тут надо, чтобы, понимаешь, вот это, пока еще в нем нет. Но у него еще, скажем так, все еще впереди. Ему еще лет мало, еще есть куда расти, поэтому, может, лет через 5 заиграет. Ну, когда Сашку вызывали на интервью, он приехал, и он имеет же, по-моему, точно такой же кардан, как у тебя. Да, да. И он садился, просто стояла бочка, этот кардан, я прям заслушивался. Не, он хорошо. Мне прям нравится, как он бегает на нем. Не, в плане техники он все-таки развился, да, то есть он, скажем, скорость развил хорошую. Ну, тоже молодец. Но я еще просто видел, как это все ему давалось. То есть, скажем так, он вот сюда ходил год, вот, чуть ли не, ну, скажем, через день. И сидел вот именно вот часа по 3 только одними ногами в течение года. И только вот после года у него что-то там заиграло. Это надо время, желание очень великое. Это, ну, скажем так, это просто как бы реально такой труд, даже можно сказать. Это не так все просто, как вот, ну, так это всем кажется. Прям сел и прям вот прям заиграл, прям полетел. Не, ну упорство и труд, как говорится, все перетрут. Да, это надо время сидеть и постоянно вот это вот тук-тук-тук-тук-тук-тук вот это все делать. У нас по традиции есть блиц. Я задаю тебе 5 вопросов, ты на них очень быстро отвечаешь, без Давай. такого глобального задумывания. Кого из ныне живущих барабанщиков можно назвать великим? Да, пожалуй, никого, наверное. Все уже умерли. Продолжи фразу. Рок-н-ролл это... Ну, это прежде всего жизнь. Это образ жизни. Все, больше сказать нечего. Топ-3 производителей, в котором ты максимально уверен и только им доверяешь. Это имеешь в виду для... Конечно. Ну, Paste, Trip, D-Drum. Проверено годами, все работает. Творчество для души или для заработка? Прежде всего для души. Если ты думаешь сразу про деньги, ничего не получится. Ничего не получится. Кем бы ты стал, если бы не стал барабанщиком? Ну, наверное, каким-нибудь, может быть, хорошим инженером. У меня же высшее образование. Я же вот инженер. Что-нибудь делал бы, что-нибудь там, не знаю, там, паял бы что-нибудь. Но ты стал барабанщиком. Круто, друзья. Мы очень рады, что мы записали для вас это интервью. Сегодня мы в гостях были у, опять же, не побоюсь этого слова, бати серпуховского андеграунда, у Сергея Кулемы. Если вам понравилось это видео, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А внизу, как всегда, для вас есть описание. Помочь нам в Патреоне для покупки нашей светотехники, оборудования, для того, чтобы наши ролики были лучше и качественнее. Спасибо большое Сергею, что пригласил, что мы опять окунулись в атмосферу Стармеха. Я здесь не был лет 7, наверное. На этой сцене мне тоже удалось побарабанить, постучать, наверное, дважды или трижды даже, а может быть даже и больше. Но мы это найдем на афише. Спасибо большое, Сергей. Очень рады были. Счастливо. Спасибо.